Здравствуйте! Намаскар! Добро пожаловать в Аюрведа, ваша аптека на кухне. Знаете ли вы о том, что есть определенные продукты, которые влияют именно на женское здоровье? Эти продукты нетрудно доступны. Возможно, вы их покупаете обычно, и, возможно, они уже есть на кухне. Употребляя их в определенным образом, в определенные дни месяца, вы можете беречь свое здоровье, улучшить его состояние и, возможно, даже избегать вредных лекарств. И самое главное, эти пищи очень вкусные и их легко приготовить. Давайте послушаем врача аюрведы и специалист по женское здоровье доктор Даня. Она нам подскажет, какие продукты, каким образом нужно принимать, чтобы улучшить состояние именно женское здоровье. По ее совету я вам покажу пару блюд, которые можно легко приготовить и поесть, и они очень полезны для вас. Намасте! Здравствуйте! Я доктор Даня. Сегодня я хочу рассказать вам о женском здоровье. Когда мы говорим о здоровье женщины, мы понимаем, что это охватывает много изменений на разных этапах ее жизни, такие как менархия, беременность, послеродовая и менопауза. По аюрведе диетические и поведенческие мероприятия приносят много изменений в здоровье женщины. Неправильная еда и режим, такие как сон и эмоциональный дисбаланс, приводят к трудным менструациям, трудным беременностям и родам и, наконец, к очень трудной менопаузе. Согласно аюрведа, состояние здоровья – это баланс и гармония тела, ума и духа, которые могут быть достигнуты при правильном питании и личном и сезонном режиме. Поэтому сегодня я хочу советовать вам некоторые продукты питания и их домашние средства, которые благоприятны для женщин. Первое – это черный кунжут. Он используется при аменоррhее и нерегулярной менструации. Кунжут содержит витамин Е, К, В6, кальций, магний и зинк, поэтому очень полезно для женщин. Домашние средства. Замочите 1 столовую ложку черного кунжута на стакан теплой водой на ночь, а на следующий день утром принимайте их натощак, отвар и семью. Такие, как можно смешать 1 чайная ложка порошка гурра. Это должно быть делать 4-5 дней или где-то неделю до начала месячной и продолжайте до месячной. Второй – это гур. Это нерафинированный тростниковый сахар. Гур активирует пищеварительный фермент и стимулирует перистальтику, который помогает запора во время месячной и тем самым снимает спазм. Гур содержит железо, очищает кровь и улучшает качество месячной. Он снимает или уменьшает симптомы во время пременструального периода. Домашние средства. Съесть кусочки гур в таком количестве во время пременструального периода или где-то неделю до начала месячной, или поджарить его с кунжутом такими формами, как казинак. Сегодня мы будем готовить шарики сладкие из кунжута. Требуется всего 2 ингредиента: семена черного кунжута и нерафинированный тростниковый сахар. Нерафинированный тростниковый сахар, в отличие от обычного белого сахара, не вредный. Приготовим сироп, и потом мы можем готовить так называемый ладу. В Индии мы называем ладу все десерты, которые содержат круглые формы. Это всего займет минут 15. Давайте посмотрим.
Мы сначала жарим черный кунжут. Я разогрела сковородку на среднюю высокую и поместила туда кунжут. И беру ложку или шпатель, что вам удобно. И можете слегка жарить. Вы наверняка слышите, как разбрызгивается кунжут. Вот мы сухую жарим. Кунжут содержит масло, поэтому она жарится хорошо за счет масла. Процесс жарки кунжута займет буквально где-то 2 минуты, не больше. Опять как попкорн, следите, когда перестанет разбрызгиваться, возможно, у вас сгорит кунжут, поэтому нужно снять, когда утихнет немножко. Когда вы жарите черный кунжут, он дымится, это нормально, ничего страшного, так и должно. Вы почувствуете приятный аромат жареного кунжута. Сейчас вроде жарился кунжут, как вы видите, реже стали разбрызгиваться. Теперь можно снять и отставить. Пока это остывает чуть-чуть, мы можем приготовить сироп. Теперь в эту же сковородку я кладу гур. Это нерафинированный сахар. И где-то пол чашки воды нам достаточно, чтобы приготовить сироп. Как вы видели, я поровну кладу и кунжут, и гур, который индийское название за нерафинированный тростниковый сахар. Это тоже очень быстро, пока растворится сахар в воде и получится у нас сироп. Какая консистенция нам нужна? Когда начинает густеть сироп, вы можете слегка взять и попробовать. У нас называется проволочная консистенция, как проволока должна тянуться. Имейте в виду, что некоторые гур могут содержать мелкая пыль или грязь, поэтому вам надо будет в процессе приготовления сиропа сначала, как только растворится гур, через сито пустить и вернуть очищенный сироп на плиту. А этот гур, который я сейчас готовлю, он очень чистый, не буду пускать через сито. Проверяем консистенцию. Вот, как вы видите, уже образуется как проволока. Теперь пора добавить кунжут. И начинаем перемешивать. Достаточно быстро происходит. Обратите внимание, что мы используем черный кунжут, а для женского здоровья особенно подходит черный кунжут. А белый кунжут, который без кожи, не содержит те же целебные свойства, как черный кунжут. Следите за тем, чтобы получилась одна масса. Вот вроде готово. Можно
переложить на тарелку или на блюдце и дать остынут где-то на минут 5-10. Сейчас мы будем катать шарики из кунжута с гуром. Прежде чем это сделать, я буквально капельку ги, который топленое сливочное масло, покапала на ладонь себе, мажу. Это для того, чтобы не прилипала к руке эта масса. И беру немножко, пока она теплая, и начинаю катать шарики. Смотрите, как аппетитно это выглядит. Когда остынет еще чуть-чуть потвердеет шарик, но все равно будет она жевательная, мягкая.